Здравствуйте. Как я и обещала, сегодня мы поговорим о знаках. О знаках зодиака, о том, как я их вижу, с какой стороны. То есть они немножко отличаются. Отличаются тем, что я вижу по-другому. То есть, да, есть совпадения достаточно такие большие, я бы сказала, но все-таки некоторое видение, наверное, будет отлично от того, что есть на самом деле. То есть именно я имею в виду по Википедии, по той же самой, да, достаточно отличается. Плюс не забывайте, что я не астролог, а именно буду просматривать знаки немного по-другому. Так вот, начнем мы как обычно, да, как у меня всегда это начинается, начнем мы с овнов, конечно же. Ну, овнов вы все знаете, покровительствует Марс, считается, что это что-то такое, планета там воинственная и все остальное, потому что мы привыкли ее видеть в красном свете, да, и поэтому мы считаем, что это воинственная планета, плюс бог Марс и все такое вот. Но, смотрите, как вижу я все-таки овнов. Если мы возьмем ту же самую планету, тот же самый Марс, чем у нас отличается? Он не красный, как нам всегда это казалось, да, он не воинственный. То есть и считается, что на ней все-таки когда-то была жизнь, и это как бы прародитель в какой-то степени именно нашей жизни. Так вот, понимаете, если я просматриваю овнов, чем они для меня интересны? Это тем, что вот действительно, если на этих людей посмотришь, когда им что-то говоришь, в глазах у них уже это светится, что они это так знали. Уже без тебя, просто они молчат. То есть знак довольно такой молчаливый, да, есть эмоции у них, эмоций много достаточно, то есть как у всех нормальных людей, как бы там ни было. Но они все-таки сначала где-то подумают для того, чтобы потом что-то высказать. Положительных много качеств на самом деле, да, но они упрямые, как бы там ни было. У них есть это упрямство. Иногда всегда, и когда меня окружают овны, и довольно часто, и много при том, да, и раньше вообще только овны окружали. Мне всегда казалось, что это я тот баран, который вот в ворота бьет рогами, да, до меня достучаться невозможно, то есть до них достучаться невозможно. Но они интересны все-таки тем, что у них всегда есть в глазах смысл. Они все свои знания, они не выплескивают наружу, вот просто так рассказать всем, да, нет, они сначала взвешивают, они сначала подумают и только потом что-то сделают. Работяги, да, притом капитальные, то есть это люди, у которых всегда мозолистые руки. Знак яркий, знак огненный на самом деле, то есть они могут двигаться вперед. Конечно, если там какие-то стихии все-таки не перебьют их, там, например, стихия земли или стихия воды, да, если же все-таки это воздух и огонь, то это довольно яркие люди, которые двигаются вперед. Влюбчивые, но умеют вовремя притормозить. Еще они интересны тем, что они могут изменять, но они изменяют очень тонко. И при этом, если это, например, мужчины, которые изменяют овны, они это делают так, что никто вокруг не узнает. При этом никогда еще не дадут надежду женщине, с которой они изменяют, опять же. То есть они довольно верны в этом плане, то есть я уже сколько сталкивалась с ними, то есть, по крайней мере, с теми, с которыми я сталкивалась, они довольно верные. И еще вот именно у овнов есть так называемая сила. Мне их показывают все время, знаете, как кузнецов с наковальней. То есть не дай бог ты им поперек горла где-то встанешь. Тут вот задавят всей силой, как говорится. То есть поэтому с ними надо очень-очень аккуратно. Они не падкие на лезть, то есть они точно так же трезво все воспринимают, спокойно все переносят. Довольно трудные у них в обычности судьбы, то есть довольно тяжелые. Они как будто бы вот прародители, действительно, они как... Хоть и говорят, что первые знаки это всегда молодые души, но я бы сказала немножко по-другому. То есть для меня это все-таки души, которые мудрецы, и которые несут вот за собой какой-то груз. Но они не делятся этим грузом, они не отдают его кому-то. То есть они все-таки тащат это на своих плечах. Вот именно этим знак мне импонирует и довольно серьезно. То есть с ними бывает легко, но бывает, но это со всеми знаками бывает и легко, и трудно. Но рядом с ними чувствуешь себя все-таки каким-то маленьким ребенком, и у тебя есть люди, которые умеют за тебя принимать решения. То есть с ними вот именно в этом общении, если, конечно же, Овен доверился тебе и раскрылся тебе, то есть тогда да. То есть там, во-первых, крепкая дружба очень сильная, и они еще умеют прощать. Вот этим интересно.
Хотя вот есть такой момент, то есть прощать они умеют, но они умеют долго молчать. Вот сейчас я немножко к плохой стороне их, этого знака развернусь. Упрямость, жесткая упрямость при том. Они умеют выдерживать паузу довольно долго. Они умеют выжидать, когда ты придешь к ним. Ленивых овнов я не видела, но все-таки время от времени их сопутствует лень. То есть они время от времени уходят где-то в себя, то есть отгораживаются от мира. Вот, наверное, такая лень, я бы сказала. Но это может быть для того, чтобы переварить какие-то вещи, то есть у себя внутри. Что еще можно про них рассказать? Они теплые. Вот это вот. И опять же, вот такое ощущение иногда, как будто вот крыльями своими раскрывают, да, и где-то согревают тебя. Вот это у них есть. Вот это то, что касается овнов. Это мой взгляд именно на этот знак. И опять же, повторюсь, он может быть совершенно отличным от того, что везде стоит. Опять же, для меня это не воинствующий знак. Это больше теплый знак. Это люди, с которыми бывает очень легко. Ну, по крайней мере, мне. Спасибо огромное за внимание. Это был первый знак, огненный знак, овны.